Польский удар по Украине. Официальное заявление президента. Реакция Украины. Страна готовит ответ. В Варшаве заявляют, что начинают войну с бандеризмом. В Украине пригрозили Зеленскому убийством. Кто обещает ему политическую и не только смерть, если пойдет на сделку с Путиным? 2 смерти после встречи с ТЦК. Громкие скандалы в Украине. Что заявляют родственники умерших и какова официальная версия военкомов? Кому доверяют украинцы? Новый фронт. Чистка плейлистов. Блокировка музыки российских исполнителей вновь на повестке дня. Заявление уполномоченной по защите государственного языка Украины. Межличностный конфликт. Трамп оправдал срыв переговоров. Почему Кремль и Банковая не в контакте? Ответ из Белого дома. Готовы к радикальным действиям. Срочное обращение к Путину. Люди хотят расплаты. Требования к Москве. Чего просят? Наказание за нападение. Россиянин накинулся на гражданина Узбекистана в Москве и назвал его рабом русских. Детали скандала. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. 2 смерти за неделю после мобилизации. В Украине обсуждают ситуацию, которая произошла после того, как ТЦК мобилизовали 2 мужчин. В Черкасской области основатель школы брейкданса умер, как утверждают его близкие, после встречи с работниками ТЦК. Человек, у которого была законная отсрочка от призыва. Он не прятался, не убегал, ехал по своим делам, но для работников Корсунь-Шевченковского РТЦК этого было недостаточно. За одни сутки мобилизации он оказался в больничной койке, весь избитый, поломанный, в крайне тяжелом состоянии. В ТЦК свою причастность отвергают. Говорят, что Евгений Кушнир попытался бежать, а для этого выпрыгнул из автомобиля военкомов. Во время движения автомобиля по городу Смело военнообязанный, солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выпрыгнул на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы. Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали скорую. Одновременно прибыл наряд полиции. Гражданина доставили в медицинское учреждение. О второй смерти в соцсетях написала мать погибшего. Говорит, что все произошло в Ровенской области. Сын был в ТЦК 3 дня, а после оказался в морге. Нас никто не уведомил. В 22 часа 46 минут, приехав в полицию, мы узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой. Помогите с оглаской. На этот раз в ТЦК заявили, что Сахарук не имел отсрочки и был нарушителем военного учета. И, находясь в пункте сбора перед отправкой в учебный центр, ему резко стало плохо. Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила в результате сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют. Украинские медиа со ссылкой на опрос, который провела социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, пишет, что почти 100% украинцев доверяют ВСУ, но не ТЦК. В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных, 24%, не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов. В Украине назрела новая культурная битва. На этот раз за плейлисты, в частности за блокировку российской музыки. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вновь заявила, что присутствие российской музыки на стриминговых платформах вроде Apple Music, Spotify и YouTube Music – это не просто парадокс, а прямой вызов национальной безопасности. И эту музыку необходимо ограничить в украинском информпространстве. По ее словам, Украина имеет твердую законодательную базу для давления на мировых цифровых гигантов. В частности, статья 15 Закона о культуре прямо запрещает исполнение культурного продукта, созданного гражданами России или теми, кто публично поддерживает политику России. Ивановская уверена, апелляция к этому закону в сочетании с поддержкой СНБО и других госорганов способна заставить платформы действовать по украинским правилам. По информации уполномоченной, уже создана рабочая группа при директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса президента, которая занимается именно этой проблемой. Таким образом, я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах – это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины.
В то же время этот процесс должен быть четко урегулированным, прозрачным и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и международного сообщества. Трамп сделал ставку на личные переговоры с Путиным, но их встреча на Аляске не принесла ощутимых результатов. Американский лидер обещал прорыв в урегулировании войны, однако ни саммит Путина и Зеленского, ни реальные договоренности так и не состоялись. Москва и Вашингтон по-разному трактуют идею гарантии безопасности для Украины, что лишь усилило путаницу и недоверие. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Эксперты сравнивают этот диалог с шоу ради красивых кадров. Много рукопожатий и громких заявлений, но ноль прогресса. Сам Трамп уже заявил, что даст Путину еще пару недель, после чего решит, идти ли до конца или умыть руки и выйти из переговоров. Сам же Трамп еще также накануне признал, что все не так легко, как он думал еще до повторного прихода в Белый дом. И оказалось, что всему виной в том числе межличностный конфликт. Речь о Путине и Зеленском. Трамп нашел причину тому, почему они до сих пор не встретились. Почему, по вашему мнению, президент Путин не хочет встречаться с президентом Зеленским? Потому что он ему не нравится. Он ему не нравится. Понимаете? У меня тоже есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда все же приходится, и я все же встречаюсь с людьми, которые мне не нравятся. Как их свести вместе? Они не нравятся друг другу. Правда. И если бы у нас был настоящий президент, а не парень, который попал в овальный кабинет мошенническим путем, то этой войны никогда бы не было. Вывод войск ВСУ с территории Донбасса по-прежнему одно из условий, на котором настаивает Москва, пишут западные медиа. Это требование, как вы помните, Зеленский отверг. При этом The Times пишет, что Зеленского могут убить, если он решится на такой шаг. И об убийстве Зеленского заговорил Сергей Стерненко, который дал большое интервью изданию The Times. Авторы материала называют его, далее цитата, «националист, активист, уличный боец, социальный инфлюенсер, юрист, ютубер и один из главных негосударственных поставщиков FPV-дронов для украинской армии, а также самый известный военный блогер в Украине». Его взгляды на требования президента Путина, чтобы Украина уступила защищаемые территории на востоке Донбасса в качестве условия для возможного мира, как правило, прямолинейны. Если Зеленский отдаст хоть клочок непокоренной земли, он будет мертв сначала политически, а затем и в реальности, сказал Стерненко. Это будет бомба под наш суверенитет. Люди никогда этого не примут. А кого и что примут люди, чего они хотят после войны? Издание The Guardian пишет о том, что может предложить украинцам новый президент страны, если выборы в Украине состоятся в скором времени. И вновь одним из главных оппонентов Зеленского по версии британской прессы является бывший главком ВСУ Залужный. Авторы материала пишут, что многие, как в Украине, так и за рубежом, видят в нем следующего президента Украины и подталкивают его к запуску политической кампании. А Залужный при этом никогда публично не заявлял о политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. Его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне, избегая мероприятий, где могут быть заданы неудобные вопросы. При этом к Залужному часто приезжают особые гости в Лондон. Украинские депутаты, активисты, представители состоятельных бизнесменов и даже бывший советник Трампа Пол Манафорт. Еще одним частым гостем был также Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, который предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить единый фронт перед будущими выборами. Залужный отказался, но пообещал лояльность, говорится в материале. При этом в частных беседах Залужный не подтверждает планов заняться политикой, но позволяет себе размышлять о том, что он мог бы предложить украинцам. Он позиционировал бы себя как жесткого военного лидера, который пообещал бы украинскому народу кровь, пот и слезы в обмен на спасение нации, вдохновляясь Уинстоном Черчиллем. В одном из частных разговоров он сказал: «Я не знаю, готовы ли украинцы к этому, готовы ли к такой жесткой политике». 65% украинцев уверены, восстановление страны топят в болоте коррупции. Вместо кранов и стройки коррупционные схемы. Именно так воспринимают процессы восстановления Украины 2/3 граждан, согласно свежему исследованию InfoSapiens, проведенному по заказу Transparency International Ukraine. Цифры звучат как приговор. 65% опрошенных считают распределение международных и бюджетных средств самым коррумпированным этапом. Еще 63% указывают на полный провал с контролем и
отчетностью, а 61% видят коррупцию в тендерах. Украинцы по-прежнему тянутся к быстрым решениям, которые обещают эффект уже сегодня, а не через годы, отмечают в Transparency International Ukraine. И все же есть и проблеск надежды. Уровень тревожности по поводу восстановления слегка упал от 7 до 17% по разным показателям. Наиболее распространенные опасения украинцев относительно восстановления – отсутствие надлежащего контроля – 62%. Возможное возвращение коррупционных схем – 61%. Отсутствие гарантий безопасности и возобновление боевых действий – 56%. Друзья, как искоренить коррупцию? Вероятно, вы только за очень жесткие меры, или я ошибаюсь? Напишите свое мнение в комментариях, поддержите, пожалуйста, выпуск лайком, а также подпишитесь, если еще этого не сделали. А я продолжаю. Донецкая область на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия воды. Об этом пишет The Insider. При этом жители подконтрольной России части области записали срочное обращение к Путину. Зреет бунт. В проблемах винят местную власть и заявляют о возможном предательстве. Также задаются вопросом, почему водопроводная система разваливается, а реки годами не чистились. И когда проблему признают режимом чрезвычайной ситуации. Собрались на очередное собрание жители Донецкой Народной Республики для обращения к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину. Бездействие властей ДНР в решении проблемы водоснабжения, предательство интересов России и жителей Донбасса. Это не просто халатность, это предательство. Предательство тех, кто с 2014 года верил в Россию, кто голосовал за воссоединение, кто терпел обстрелы, но не сдался, не покинул территорию Донбасса. В то же время народу отвечают: причина в погоде, а также в действиях Украины. В Донецке заявили о водной блокаде и говорят, что необходимо забрать город Славянск, чтобы восстановить канал Северский Донец-Донбасс. В этом году накопленный эффект, связанный с погодными условиями, привел к тому, что резервные водохранилища практически иссякли. Аномальная жара, несколько межсезонье, практически без осадков, бесснежные зимы, вот уже по сути третья подряд, привели к тому, что, естественно, водонаполнения этих резервных водохранилищ не было. И вот как результат в этом году мы ощутили. Польский удар по Украине. Заявление нового президента Польши перерастает в международный скандал. Навроцкий накануне заявил, что наложил вето на закон о поддержке украинских беженцев, которые не работают. Таких теперь могут лишить соцвыплат на ребенка в размере $200. Навроцкий также официально заявил, что начинает войну против бандеризма. Также, дамы и господа, в этом законопроекте есть определенный компонент прецедентного права, который для нас, поляков, является фундаментальным. Крайне важно устранить российскую пропаганду и установить польско-украинские отношения на основе настоящего партнерства, взаимного уважения и взаимной чуткости. Я считаю, что этот законопроект должен четко касаться Бандеры и приравнять бандеровские символы в Уголовном кодексе к символам, соответствующим немецкому национал-социализму, широко известному как нацизм, и советскому коммунизму. Подарок Путину устроил новый польский президент. Так считает вице-премьер страны. Кшиштоф Гавковский говорит о том, что вето Навроцкого оставляет Украину еще и без интернета Starlink. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, о чем только что решил президент. Господин президент, вы должны прекратить наносить удары вслепую по правительству ради политической борьбы. Вы наносите вред людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут «позор», другие «предательство соседа». В Минцифры Украины заявили, что уже ведут консультации с Варшавой касательно финансирования Starlink. В Украинском доме также отреагировали и считают, что вето Навроцкого ударит по самым малоимущим беженцам, ведь 80% украинцев и так работает. А издание «Европейская правда» со ссылкой на свой источник в МИД Украины пишет о том, что Киев готовит ответ Варшаве. В Украине анализируют правовое изменение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше. Собираются разобраться и с тем, что Навроцкий говорил о бандеризме. В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.
В России и Узбекистане набирает популярность видео скандала, который произошел в Москве. Россиянин кричал гражданину Узбекистана, что тот лишь подневольный. Территория жилого комплекса «Солнечная система» превратилась в арену скандала. Водитель, стараясь не поддаваться на провокации, несколько раз просил мужчину успокоиться, а затем просто ушел от конфликта. По словам очевидцев, причиной такой истерики стала банальная дорожная ситуация. Во дворе разъезжались мусоровоз и такси, и именно такси помешало прохожему, который обрушился на водителя с потоком оскорблений. Видео мгновенно разошлось по соцсетям, вызвав волну негодования. Пользователи требуют привлечь мужчину к ответственности за ксенофобию и унижение. Ты куда приехал? Ты дома где находишься? Ты приехал сюда работать? Не приехал сюда работать! Работай! Свой не открывай! Ты раб! Раб русских! В Узбекистане у тебя не нашел ничего! Сюда приехал! Я неправильно тебе сказал? И напоследок немного комедийной истории из Германии, о которой пишет немецкая пресса. В Баварии мужчина случайно забыл свою жену на заправке. Водитель из Румынии просто уехал с АЗС, оставив там свою суженую без телефона. Все произошло, когда она просто вышла в туалет. Интересно, но в машине с отцом также находился 11-летний сын, и только спустя 45 минут семья заметила пропажу матери. Мальчик рассказал отцу, что мама выходила из машины еще на предыдущей стоянке, пишет Bild. Женщина, сложа руки, не сидела, она за практически час успела обратиться к водителю автобуса, который согласился ее подвезти и дал телефон, чтобы позвонить забывчивому мужу. Друзья, всем вам хорошего дня, спасибо вам за просмотр, до встречи уже завтра, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите.